Добрый день, меня зовут Сергей, вы на канале iHorn Мобиль. Так как тот серенький еще не готов, мы сегодня поедем на этом черненьком. Быстренько перекрасили и в путь. Какое желтенькое рапсовое поле. Ну, красиво, но... И холмики начинаются. И настроение поднимается. Ну, солнышко-то светит. Съезжаем! Автобан закончился. Здрасте. Ты так классно смотришься на фоне рапсового поля. Заезжаем! Бабы-ешки летают там. Бабы-ешки летают, да-да. Еще чуть-чуть, и мы будем на месте. Нашли местечко Инненштаузе, Иннерсте водохранилище. И вот теперь пойдем туда. Мы же хотели сегодня на озеро к водичке. Погодка просто шепчет. Вот оно, это Иннерсте водохранилище. Вон плавает даже. Детям все равно. Сегодня 1 мая 25 года. За пару дней природа так ожила, все резко позеленело. И просто лето. Купаться там навряд ли получится, холодноватенько. Но я знаю, что Сереге все равно, он и в Катуни плавал. Ну что, как водичка? Мокрая. Прохладненько. Есть маленько. А? Есть малость. Есть, малёх? Ты что, вместе с сумкой пойдешь? Самое главное, микрофон висит. Холодно. Ой. Так, я, конечно, в эту воду не полезу. Я так только ножки помочу, и на это все закончится. Ты сильно мокрая? Даже ноги уже не имеют. Не. Катунь? Ну, типа того. Катунь. Только там еще хуже. Ну. А Серега пошел вплавь, может быть. Ой, да-да-да-да. Хорошо. Ах ты! Зато сразу охладился после жары. Ага. Вон какая мокрая. Вон девочки катаются. И мальчики тоже катаются. На каяк. Серега хочет лягушку запустить. Попробуй. Нифига она просто плюхнула вниз. Вон, за ногу привязанные. Не дай бог в воду упадет. Потерять ненароком свою машину. Чтобы от лодки не сбежал. Чтобы от лодки не сбежал, точно.
Ну что, день приближается к концу. Серега уже жарит рыбку. Я тут вон овощи немножечко. Будем ужинать и укладываться потом уже. Ну, еще не совсем спать. Погодка хорошенькая еще. Еще светло, солнце еще уже спряталось, но еще не совсем темно стало. Так что до завтра. Сейчас покажу еще, как он там жарит. Скворчит. Будет рыбка с овощами на ужин. Итак, до следующего дня. Доброе утро. Ну вот мы проснулись наконец-то. Мы сейчас в Гарце отдыхаем. Длинные выходные. Вот. Иринка там решила сделать утренник. Вон она. Ну и я тоже сижу не без дела. Вернее, без дела не сижу. Я тоже делаю зарядку. Он сделал себе чаек. Сейчас попьем чай. Кофе я уже треснул. Вот. Ну и меня оставили на домашнем хозяйстве. Буду делать завтрак. Погода прекрасная, солнышко светит вовсю. На улице лучше завтракается, чем внутри. Поэтому решили, вот он вам и стол, и дом. Сядем на пенек, съедим пирожок. Ну да, сейчас хорошо позавтракаем плотненько, ага, с нашим завтраком. А потом пойдем дальше, поедем дальше гулять. Вон туда. Мы тут такое местечко нашли. Скорее нам его показали. Сегодня утром подъехал местный к нам, где мы стояли. Ну и говорит, рассказал маленько, куда можно приземлиться, где никого нету. Ну, хорошо, конечно, местные места знает. Мы-то так по карте обследуем. Неплохо. Такая лужа. Названия нету. Это просто лужа. Ну, Котлован. вода просто стоячая, конечно. Цветочки цветут. Что там? Сейчас прочитаем. Тут есть вообще на кого? Не ловись, рыбка большая, маленькая. Здесь запрещено рыбачить. Хотя я что-то не уверена, что здесь вообще кто-то есть. Да, ну, Может и есть. вон головастики лягушек, вон куча. И мелкие беленькие цветочки. Вот они, мелкие цветочки. Здесь рыба есть, походу. И рыба есть, потому что где-то вон, кто-то вон. булькнул. Вот они, эти рыбешки. Карпы. Видно. Скорее всего, да. Пойдем-ка мы туда наверх. Если что, Серега меня выловит. Я ж не рыба, меня ловить можно. А Серега куда пошел? Ну, а тут лягушатник. Что там, Нифига куча тут их. их? Квакушек. Ага, целая куча. Ё-моё, кишит. Там кишит, правда. Одни головастики, там столько будет лягушек. Вон, 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 вон. Толпа. Просто толпа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы тут домик нашли соломенный. Тут козликов сколько, и барашиков, и нямки привезли. Ням-ням-ням-ням. Уже ждут, когда ж им кушать-то дадут. Вон, все. Рога свои приподняли. Готовые. Давай скорей. А дальше тут еще и скамеечка есть. Вот Серега уже приземляется, еще не насиделся. Куда мы идем, туда и козы идут.
А у нас нет ничего вам дать. Они тут возмущаются. А, ну, наверное, вот будет перебивать это забор. За нами. Поперли. Мы пошли, и они за нами. Ты посмотри-ка. Вожак ведет, Ага. и все остальные тоже. Такой Да вот. нету ничего, сладкие. О, вот дает. Почухаться надо. Ага. Еще один пошел за компанию устраивать. Сейчас драка еще начнется там. Диабас Штайнбрух. Вольфсхаген. 1885, 1986. Так, что такое Штайнбрух? Каменоломня. Окей. Вот куда мы попали. А, там бабка Яга. Боюсь. Да ладно, я с тобой, я тебя в обиду не дам. Привет, И- подруга. Штемпель. Печать тоже здесь. Слушайте, мы дошли. Что, можно? О, Красота. четенько. Есть. Готово. Вверх ногами. Так, вот мы. Здесь стенд. Написан как раз про эту каменоломню. Можно почитать, когда, чего, что это было. А вот она сама. Какие массы камня передвигались. Ух ты, елки-палки. Конечно, это надо видеть воочию, потому что на видео это все равно так необъятно не видно. Тут разные кристаллы были. Кварц. Вот. Потом арагонит. Анабергит. Я даже названия такие-то не знаю. Серьезно. А мы тут чудище нашли, живое. Огроменная. Вот оно. Вот такая красивая. Я маленькая, кисленькая. Что там, лестница? Ага. Кстати, она, по-моему, перебежать хотела, а мы тут мимо шли. Да? Мгм. Это я. А мы еще одну нашли. Она тут притаилась. А я Ага. тебе тут... Та-да-да! Тропа бабьежек тут. Я тебе семечками пошуршу тут. Пошурши. На бабки ешки семечки любят? Будешь долбунцы? О, на, держи. Держи краба. Ну вот. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота. Да это же баба-ешка, ё-моё. Конечно, не водяной, но слегка перепутали. Такая же нечисть. Да. Что-то у меня такое ощущение, или нам по серпантину подниматься потом надо будет. А я не знаю. То, что мы ее уже эту... Там вон еще бабулька стоит, как будто приглашает. А мы пойдем вот сюда наверх, на панораму. Посмотрим, что ж там открывается, какой вид. А теперь мы на смотровой площадке. И какие изменения, здесь много всяких разных мелких зверюшек появилось. Природа берет свое в свои руки. И вот что происходит. Мы теперь с другой стороны на смотровой площадке. Мы были вон там далеко. Так, видно? Вон она. Вот сначала мы были там, потом мы обошли и с другой стороны подошли. Вот она, биотопия. Там вот много лягушек, амфибий разных. Алло. Вот природа берет свое. Вот Серега как раз читает, какие амфибии, насекомые теперь уже здесь находятся, а вот что было до того. Жалко, что, конечно, что вот эти вот мазню всякие натворили, что не прочитаешь.
Вот раньше вот так вот работали в каменоломне. Теперь она закрыта, и природа берет свое. Мы подъехали к другому водохранилищу Гране Штаузе, Штаушперы. И мы, как нормальные герои, нам лень идти в обход. Мы идем вон напрямки. Вон туда наверх сейчас заберемся. Тропиночка есть. Ну да. Уже натоптали, значит, можно идти. Даже знак вон, вот туда. Тот знак вообще-то другое предполагает. Ну ничего, мы идем напрямки. Мы кое-как добрались. Что-то очень она резко поднимается. Зато какой обзор. Сначала на парковку. А вот куда мы так спешили. Ой, ветерок. Ага. Вот оно, долгожданное водохранилище, водица. Водица, водица мокрая. Вот это водохранилище, если сильно много воды, то есть направление. Сейчас, конечно, там не так много собирается, поэтому вот здесь идет. Сейчас покажу дальше. Вот тут продолжается. И уже сюда, потом по этой полосочке стекает в эту емкость, так сказать, да. А потом там специальные есть трубы, куда идет уже на водокачку, чтобы собирать воду и превращать ее потом уже в питьевую. И по деревням, по городам потом распределять. Мы теперь подошли с другой стороны. Вон та плотина, на которой мы только что были. Теперь подошли с другой стороны. Ветер поднялся очень сильно, мы сбежали. И с этой же стороны находится печать 110 в этом домике. И мы ее сейчас сделаем. Юрта. Юрта, ага. Чукча в чуме ждет рассвет. Теперь нам надо тут это на яйце, блин, обкатывать. Ну так мы еще не ставили печати. Да, хорошо яичко с собой взяли. О, а так бы не получилось. А мы нашли, где мышки живут. Мышки. Мышки летучие, вон там. Мышки-летучки. Вот, закрыли, чтобы только мышки туда летали. А больше никто. Да что-то, живут ли они там вообще? Ну почему нет? Я думаю, что живут. Хотя, может, это для Эти них ж не мелкие. преграда. Но... Сейчас бы интересно было, если раз какая-нибудь выпорхнула бы. Ну, это вечером только. Это мышки здесь зимуют. Может быть, они где-то здесь. Как выпорхнут. Только забор. А за забором? Вот и Серега показался. Доползает. Мы все-таки сходили в Гране водохранилище, сделали печать, вернулись назад. Здесь же есть классная игровая площадка для взрослых и для детей. Потому что взрослые тоже могут здесь и качаться, и прыгать, и с горки кататься.
Называется Unter den Eichen. Под дубами. Так что советую. А чем тебе не музыка, вон скворчит все. И ужин готов. Приятного аппетита и до завтра. Мы уже давно проснулись, уже позавтракали, уже в пути. Субботний день уже начался. Дошли до вышки. Мы сейчас туда поднимемся. Вышки, башня. Вон вышка, а это башня. Ну, вышка тоже есть. Вон ту вышку, а вон Да, вон вышка, еще одна вышка есть. Башня. Вот эта вышка, вот эта башня. Ну, хорошо, договорились. Мы обсудили все. Там же еще есть печатька, мы ее тоже сделаем. Ну, а вообще поднимемся, посмотрим обзор сверху. Мы пошли наверх. Темно. Ага. Непроглядная темень. А у меня включен телефон, и на нем все видно. Куда я иду. Это тот, который замочек. А? Это тот, который с замочком. Ага. А они везде. Они везде. А, дошли. А он небольшой. Ух ты. Ух ты. Заходим. Так, пока народ не набежал, сделаем круговой обзор с башни. Вот она вышка. Так, на нее нас не пустят. Так, здесь лес. А что там, спрашивать надо, что ли? Вдалеке. Да нет, спрашивать не надо, ну так. Наверное, не очень будут любезны, если мы туда пойдем. Все, закончили. Здесь написано, где какие городишки и вообще, что находится. Гранштаузе, Глёкенберг, Фалёренберг, Зомерберг, Кёнигсберг, Ханенклее, Фериенцентрен, Вильдеман, Лаутенталь. Это города и вообще места, которые можно посетить, где в какой стороне они находятся. Ну, отсюда мы явно туда не побежим и не полетим. Здесь была табличка, кто-то ее не будем говорить громко. Да, с собой взял. Водосток. Здесь водосток. Что-то не в башню текло, а туда. Там вон так далеко машинки, там такие маленькие, беленькие, бегают. Вон они. Вот охраняли, отсюда пасли. Где движняк увидели, опа. Попались. Сразу дымовую Зови завесу. всех. Таким же макаром пошли вниз. Самое главное, не кубарем, чтоб. А кубарем, ну, можешь докатиться, как Ну да, колобок. Шлем-то не одел. А что ж ты так без шлема-то пошел? На башню. На башню только со шлемами надо идти. Со шлемом, с мечом. Конечно. Кто с мечом к нам придет, Да. Надо было вчерашних этих, там, топорик у них взять. а те, которые фотошутинг делали, фотосессию, Да. там какие-то В собачьей шкуре, блин, это. да там не собачья, по-моему, а Медвежья. баранья, Баранья, не. овечья шкура, Ну, может. как этот, аргонавты. А, Это теперь 1-1-1. Совсем один. Ох, как четко там получилось. Смотри, как четко получилось. Это вчера, это сегодня. Один. Да-да. А это уже коммуникация. Здесь, может быть, интернет работает. И все равно его нет.
Но здесь нас не пускают. Что-то через забор неохота лезть, а под низом, наверное, мы уже не пролезем. Смотри, там стульчики стоят. Нас приглашают. Тут их даже 2 вышки. Расскажи-ка, для чего вот эти вот замочки там? Хотя зачем они их сюда вывели? А что это такое? Я откуда знаю? Ну, какое у тебя предположение? Я думал, воздуховоды какие-то, ну. А что они сюда выведены? Сначала И вроде ключики поставили, чтобы туда это... как камушки не кидали, да? Да. И лишнее. Есть люди, которые закрашивают все, а тут может такое, что понакидают там камешки и все подряд. Наверное, для этого. А вообще, что это такое, фиг его знает. А мы по-другому не можем. Нам по асфальту это не дорога. Поэтому мы ищем тропиночки. Да, у нас резина грязевая надета, нам надо это. Что-то по асфальту. Шибко шумно. Но здесь же интереснее, ну вон, всякие там коряги, накидано чего-то, камушки. Ну интереснее же идти, чем по асфальту. Асфальт мы и так везде видим, в городе, например. Где-нибудь медведь, может, выйдет. Мы поближе к природе. Медведь, ага, сейчас он выпрыгнет отсюда где-нибудь. Сядь на пенек, съешь пирожок. Я тебе сяду. Ребята, это просто кайф. Идешь, никого, ничего. Тут какая-то тропинка натоптанная, непонятно кем. Ну, если тропинка есть, значит, можно идти. Только палки валяются. Ну, палки можно сдвинуть, как, например, сейчас. И идешь, как этот. А мы в гору не пойдем, а мы гору обойдем. Почему-то идем вниз. С другой стороны совсем. Куда придем? Куда-нибудь, как всегда. Мы не ищем легких путей. Люди! Свет в конце туннеля. Люди! Тут даже лавочка вон стоит. И не одна. И не одна. Мы просто вышли на дорогу. Ну вот. Ну ничего, зато немножечко по лесу прошлись. Вообще здорово, конечно, вот так вот по лесу, это классно. А вон туда дальше, или нам туда надо шлепать? Сядь, посиди, отдохни. Что-то мы засиделись на одном месте, пора в путь. Да, там мотор уже замерз, надо прогреть. Надо новые места поискать. Может, где асфальта нет. Так ты там и не проедешь. Проехать-то проедешь, блин. Знаки понатыкали везде. Знаки надо поубирать, да? Ну, Так, подойди, пошибать их всех. Мы в Штайнберге, проезжаем просто мимо, через него. Мы его видели сверху, когда были на башне. Домики такие нехилые. Самые лучшие гонщики. Ай-ки молодцы какие. Вот мы и сделали марш-бросок 3,5 километра, дотопали. Надеюсь, это стоило того. Ну окей, печать мы в любом случае поставим, но, по-моему, там очень интересно должно быть. Ну что, мы дошли. И вот какой вид нам открывается. Это Гране водохранилище, на котором мы все еще были вчера. Сейчас поближе потом сделаю. И Вольфсхаген.
А теперь что-то поближе. Ой, красота. Палец ханен поближе. Тут красные домики стоят. А нам все равно. Дороги нет, мы ее себе сделаем. Мы в обход не любим ходить. Идем напрямки. Это еще неизвестно, напрямки это. Ну, посмотрим, какие прямки это будут. Ну, где-то чего-то должно быть. Вон там наверху мы были. Теперь вот туда дальше по дороге идем. Непонятно, какая дорога, ее даже на карте нету. А вот она, водохранилище. Теперь нам спускаться. Так, этой дороги на карте нету. Но она почему-то есть. Только вон там прыгать теперь надо будет. Опять не ищем легких путей. Вот кто скажет, что здесь тропинка? Ну нет уж ничего. Но кто ищет, тот найдет. Мы вышли на тропу, и нам осталось всего лишь 1,7 километров. А до того мы шли 3,5. Ага, очень интересно. Ну, значит, это где-то протоптали, где-то уже заросло. А мы теперь, у меня даже навигатор сказал, ура, наконец-то я дорогу нашел. Так что сократили все-таки мы путь. Ну вот и последний день уже начался, мы уже позавтракали. Решили поехать на обзорную, где орел стоит. Мы его каждый раз проезжаем мимо и ни разу не посетили. Может быть, сегодня все-таки получится, а я решила немножко поснимать, потому что просто красиво. Полюбуйтесь немножко красотами Гарца. Все, встали. Доехали. Вот он, орел. Погода опять не совсем летная, но попробуем. Мы находимся в мировом лесу, Вельтвальд. Смотрите, тут сразу диванчики тебе и трон. Выбирай. Присаживайтесь. В резиновых джинсах можно. Это карта этого парка. Вельтвальд. Мы вообще-то хотим найти печать 129. Я вообще думаю, что она находится возле орла. А нас специально тут путают. Не запутайте, я сам запутаюсь. Вон написано 129, от руки написано, стрелочка. Вон туда. Мы уже пол леса прошли. Ну, сусанины, блин, нас заставляют бегать тут. По лесам, по горам. Специально. Шли мы и дошли все-таки. Вон он выглядывает. Но не обманули нас. Ну, маленько заставили погулять. Я так думаю, что здесь проводят мастер-классы. Как лавочки, например, делать, может быть, для ребятишек. Тут даже есть гриль. Кто его знает. Готово. Есть. Мы, конечно, по-другому не можем. Мы сначала неправильно вышли не на ту парковку. Зато мы нашли тут красивое местечко.
Мамутсбаум, а это Элейтниспфад. А тут стоит печать, блин, направление. Ну да. Это А мы мост. пойдем через мостик висячий. Ох! Сейчас я тоже так же должна пройти. С Будуна не ходите. А! Так, не качать! Да. Не качать, я тебе сказала. Вот ты хитрый, какой-то наглый. Я и так боюсь, а ты еще тут мне делаешь. Заподлянщик. Пошли, пошли. Он еще в этом году техосмотр не прошел. Да елки, я сейчас еще и свалюсь. Вот немцы, блин. Даже здесь мостику техосмотр надо. Ну да. К индейцам попали. Мы пойдем по индиановской, по индейской тропе. Вон, идентитет, символ де Индиана. Символ индейцев. Вот пойдем по их дороге. Подожди. Все, Сусанин вышел. Погоняли по всей карте. Ну покажи, в какую сторону мы ходили. Ну сюда, к этой Мы птичке почему-то к поперлись. птичке поперлись. Да, это Индиана было. А нам сюда надо было. Да. А потом Вон мы там. пошли в сторону верха. Мы решили, что почему-то мы вот здесь вот стоим. А потом передумали и посмотрели все-таки еще раз по карте. Я говорю, набегались там, что-то круги навернули. Ну ничего, посмотрели, что-то новенькое. Да, включили мозги и вспомнили, как надо читать карту, а не навигаторы, блин. Вернемся еще раз к карте. Почему? Насчет печати. Если искать, печать находится вот здесь, в этом домике, рядом с этим домиком. То есть, вот мы вот здесь на этой парковке, можно было с этой стороны туда подойти, а мы вошли сначала вокруг. Вот так вот обошли, потом на Хималаевик. Вот как мы шли. Можно было немножко скрестить. Ну ничего, мы прошли вокруг. Вообще интересно, много всяких разных деревьев с разных мест. И вообще интересно посмотреть. И красиво просто погулять и отдохнуть. А теперь мы хотим подняться к Орлу. Хюбихенштайн. Не знаю, что это за камень. Хюбихен. От чего название такое произошло. Но можно потом почитать и узнать. Я думаю, что направление вон туда. У кого проблемы с легкими, если астма, если с носом, носопырки, то вот можно полечиться. Да. Центром. Или езжайте на Алтай. Тоже возможно. Только там далековато отсюда. Вот такой подъемчик. Так, телефончик я убираю в сторону. Следующее идет вон наверх подниматься. Есть разные ущелья. На обратном пути, что где получится, там заглянем. А пока идем туда дальше, наверх. К Орлу теперь. Подъемчик такой хорошенький. Ну, Теперь лесенка пошла наверх. Скоро уже дойдем. Этого лифтика нету. да. Тут мостик, чтобы подойти теперь к этому камушку. Серега тут Можно было перепрыгнуть. думает, выдавливали или заливали. Он пошел наверх. Положил перепрыгнуть с камушек на камушек. Ну, подумаешь тут. Перепрыгнул, да и все. Зачем нам лестницу эту надо? Ну, промазал снизу, поймали. Только смотря что споймали. Мы добрались до Орла. Его и здесь разукрасили. Ой. Правда, он только с тыльной стороны, спереди не видно, он спереди на парковку смотрит. Это правда просто камень. Здесь пусто, здесь обрыв. И туда никак к нему не подлезешь, я не знаю, как его разукрасили там. Только скалолазы могли. Вон, видите, обрыв.
Там никак не перепрыгнешь. И вот он поднимается по камень. Вот он с одной стороны подъем, и вот с другой стороны спуск. Вот там вдалеке наша машина стоит. Вот мы добрались до этого орла. Есть Хюбихенштайн. А это вид с платформы. Там, правда, лес кругом. Можно посмотреть, я еще взгляну на карту, если я найду, то я обязательно напишу, что это вот за здание. Я так думаю, что это лечебница. Вот этот вот центрум, где можно полечиться, если у тебя проблемы с легкими и вообще с дыхательными путями. А теперь нам предстоит все это еще вернуться назад вниз. Ну да. А тут я уже, как говорила, зайдем, посмотрим ущелье. Тут еще есть. Тут вон проглядывается. Ку-ку. Там люди идут. И тут такое ущелье, расщелина. Интересно, куда же она ведет? Вглубь. Иберг. Это гора такая. Туда можно еще тоже сходить. Но это уже будет в следующей передаче. В следующий раз, когда пойдем. Вон люди уже пошли наверх. Там можно дальше гулять. Советую. Очень интересно. Там есть еще одна башня. А мы заканчиваем. И на этой солнечной нотке из Гарца мы прощаемся с вами. И мы отправляемся назад домой. Счастливого дня, хороших путешествий. Подписывайтесь на наш канал iHorn Mobile. Увидите еще много интересного, не только строительство новой машины, но и разные путешествия. Например, как в этот раз. Мы были в Гарце 4 дня. И все, что вы увидели, мы все вам и показали на видео. Конечно, не все. Еще много-много интересного здесь можно увидеть, встретить, попутешествовать, походы походить. Так что много интересного. Подписывайся на канал и увидишь, узнаешь все, что происходит у нас в путешествиях. И, конечно же, в следующем видео ты увидишь продолжение строительства дома. Пока! Вот это мы встряли.
Tonight I'm moving like